Привет! Расскажу вам в этом видео, как изготавливал модель моста и строил диораму с ним. Чтобы осилить такую работу, к ней необходимо основательно подготовиться. Сначала я разметил дорожное полотно, потом примерил все это на вот таком макете. Я рассматривал разные варианты, очень много времени потратил на опоры, определяя их высоту и толщину. Сначала это была одна сплошная опора, потом она разделилась на две, чтобы не выглядело так громоздко. Цветной бумагой я подбирал внешний вид ландшафта, а на обычный строил разные варианты конструкций, чтобы сообразовать их вместе. После всех поисков колонна приобрела вот такой вид, и на всякий случай я протестировал гипс, потому что длина всей конструкции должна быть более 1 метра. И только после этого началась работа. Делаю модель балки длиной 50 сантиметров, из подложки под ламинат нарастил нужную толщину и Т-образно склеил. Дальше эту заготовку обмазываю акриловой пастой, обильно добавляя ее в углы. Скругленным уголком убираю излишки пасты, выравнивая поверхность, делая ее почти полностью гладкой. Опоры будут изготовлены немного по-другому. В пенополистироле вырезал форму и залил в нее гипс. Нужно, чтобы он был ровным. После застывания извлекаю заготовку из формы и начинаю ее обрабатывать. Сначала о грубую наждачную бумагу мне необходимо сточить прямой угол, чтобы он был одинаковой толщины по всей длине. И дальше, используя уже тонкую наждачную бумагу, скругляю это, снимая небольшими слоями гипс, чтобы сделать все ровным. Теперь текстура, наношу акриловую пасту прям широкими мазками, чтобы они были видны, и обрабатываю опять это все о наждачную бумагу, оставляя вот такой вот небольшой шероховатый слой. Дальше делаю опалубку, чтобы с этих деталей снять формы. Их буду изготавливать из двухкомпонентного силикона. Смешиваю оба компонента между собой. Он высокой твердости, потому что форма будет большая. Сначала наливаю небольшой слой и с помощью кисти промазываю все углы, чтобы избежать пузырей. И дальше покрываю деталь полностью. То же самое проделываю и с опорой. Вторую опору тоже можно было изготовить вручную, но это вертикальная форма. Сначала необходимо ее разрезать, потом выбить и вытащить из нее деталь, и после этого дорезать изнутри. И мне просто захотелось получить этот опыт. С формой для балки все попроще, ее просто необходимо отделить от опалубки. Основа будет из ДВП, пенополистирола и рейк, под которые мне необходимо вырезать вот такие желобы, в которые эти рейки я, собственно, и вклею. Сверху приклеиваю второй слой и прижимаю все это дело. Естественно, 2 слоев оказалось мало. Основа изогнулась, и пришлось приделать 3-й слой из рейк и ДВП. Замешиваю гипс, балку необходимо будет изготавливать слоями. Для начала форму смазал кистью и потом заполнил примерно на треть. Потому что их необходимо армировать. Шуруповертом скрутил толстую проволоку, сделав арматуру, и укладываю ее, добавив небольшое количество волокна, чтобы эта арматура не провалилась. И дальше заполняю форму уже доверху и выравниваю. Перед заливкой опор форму необходимо скрепить резинками, и процесс здесь точно такой же, в несколько слоев, и она тоже будет армирована. После застывания деталь извлекаю из формы. А балки нужно держать подольше и прижать их часа 3-4, потому что если достать их слишком рано, ее просто изогнет. После большого количества проб детали были готовы. Всего мне понадобится 10 балок и 2 опоры. В одной стороне этой работы будет возвышение. Мне необходимо приклеить вот такую стенку и выровнять ее, а также небольшие стенки с боков. Примеряю мост, чтобы определить, как он будет расположен, и понять, где будут установлены опоры. Также в процессе выяснилось, что необходимо что-то вроде 3-й опоры. За ней будет земля, поэтому всю эту часть просто закрываю пенополистиролом. А спереди будет конус, плиты, поэтому необходимо сформировать ландшафт под них. Примеряю и выкладываю все из большого количества маленьких кусочков. В той части, где будет вода, подрезаю углы, чтобы ее казалось больше. И с помощью подложки под ламинат тонких пластинок формирую дно, делаю большое количество разных неровностей, которые будут выглядывать из-под воды после заливки смолы. Рельеф сформирован, и из-за того, что он состоит из большого количества маленьких кусков, нужно его скрепить с помощью гипса и клея. Налил и размазал по поверхности не очень толстый слой и сверху наложил бинт, вминая его пальцами, чтобы сохранить все неровности рельефа. Для колонны изготовил еще вот такую деталь и собираю ее, а в нижнюю часть вставляю рейки.
Еще раз примеряю, чтобы опора относительно сторон диорамы и относительно друг друга была ровной, и втыкаю на свое место. Прижимаю сверху, чтобы они зафиксировались в одном положении, и заливаю гипсом. И после этого также залил дно и закрепил его бинтом. Края диорамы обклеил с помощью ДВП вот так по всей длине единым листом, а к нижней части прикрутил ножки. Следующий слой уже декоративный. Жидко разбавленную гипсовую шпаклевку тонким слоем нанес на дно и устанавливаю в нее разные камушки, большие и маленькие. К этой части вернусь позже, пока только размечу плиты. Будет свет, который работает от батареек, 13 вот таких фонарей. Батарейный блок будет находиться прямо на диораме в заброшенной деревянной постройке. Сначала делаю что-то вроде фундамента, в который этот блок и будет находиться, она будет с пазами, на которые будет надеваться уже основной дом. Нижнюю часть полностью закрываю досками, а сверху вставляю вот такую штуку под кнопку. Дом будет очень простым, каркас состоит всего из двух вот таких рамок, которые я склеил между собой, и примерно таким же образом сделал крышу. Дальше все эти каркасы необходимо просто обшить. Для этажа использовал доски потоньше, а на крышу положил широкие. Остается немного украшательств, делаю переход от этажа к крыше, прорубливаю окно и делаю оконные рамы с дверью. После сборки немного опалил доски, чтобы их состарить. И также сделал причал, который будет установлен на пластиковых опорах, чтобы в них не впиталась смола. И готово, дом и не дом. Все детали из гипса покрываю пропитывающей грунтовкой, чтобы краска потом с них не свалилась. И после этого крашу балки в много разных оттенков серого. И нужно нанести на них немного пыли с помощью жидко разбавленной масляной краски. Добавляю ее в аэрограф и просто тонким слоем прохожусь вдоль всех балок. В качестве промежуточной детали между опорой и балками использую пенополистирол, чтобы он служил как бы в качестве амортизирующей прокладки. И дальше крашу опоры, делая их немного светлее, чтобы они выделялись. Других деталей будет не особо много, вот все, что я смог найти, какие-то ограждения, инструменты, там будут вестись ремонтные работы. Все эти мелкие детали крашу, а также крашу дом, делаю его невзрачным, чтобы он не выделялся. Настало время собрать мост, балки ко второй опоре, присоединяю с помощью пазов. Мне понадобятся жидкие обои, добавляю в них воду, даю немного времени пропитаться, дальше гипсовая шпаклевка и клей ПВА. Полученную смесь вываливаю на поверхность и прямо в нее втыкаю второй ряд балок. Мост соединяется с рельефом, а для того, чтобы закрыть боковые части, изготовил вот такую вот деталь. И, конечно, все это дело нужно прижать. С помощью этой же смеси формирую конус и также покрыл ей весь рельеф. Дорожное полотно обильно намазываю клеем ПВА и на него накладываю бумажное полотенце для того, чтобы последующие слои не просочились в щели между балок. Начинаю устанавливать детали, причал в отверстие, а лодку на тонкий слой акриловой пасты. Также устанавливаю фундамент под дом, ввернув в него большой саморез. Свет. Отмотал необходимое количество провода, он будет проходить по обеим сторонам дороги. Он будет находиться в тротуаре, который необходимо приподнять над уровнем дороги, делая это с помощью деревянной рейки, которая будет слегка выпирать за основную часть. Они будут обработаны грунтом и гипсом. И потому что я не электрик, выбрал самый простой вариант подключения этого света. Сначала припаиваю резисторы к проводам, вот так вот. Оголил основной провод и прикручиваю к нему фонари. Минусы к минусам, плюсы к плюсам. Сделал вот такую траншею, чтобы перекинуть провод на противоположную сторону дороги. И дальше устанавливаю второй ряд реек. Разложил все фонари по своим местам и осталось сделать тротуар. Он будет из переплетного картона, в котором я делаю отверстие и надрез, чтобы просунуть туда провод. Закрываю этот провод, приклеивая картон к рейкам и дальше уже вставляю в него фонари. Устанавливаю батарейный блок на свое место, вставляю кнопку и спаиваю эту часть с основной линией. А провод к поверхности прикрепляю скобами. Из деревянных реек и палок делаю конструкцию, похожую на сетку, это будет опалубка под плиты. Устанавливаю, а там, где будет скругление, формирую опалубку прямо по месту, выравнивая высоту и вставляю поперечные доски.
В эту опалубку наливаю гипс, выравниваю все рукой, чтобы он не поднялся выше досок, а финишный слой будет сделан из гипсовой шпаклевки с песком, которую на поверхность я наношу мастихином. После того, как она начнет немного застывать, проявляю доски и уже дальше обрабатываю все наждачной бумагой. Теперь рельеф необходимо покрасить, но будет песочных оттенков с небольшим добавлением зеленого. Плиты будут темнее основной части моста, чтобы они не выделялись на его фоне и не перетягивали на себя внимание. В них тоже добавил много разных оттенков, как и в рельеф. В некоторых частях он будет совсем темным, чтобы на его фоне контрастировала трава и растения, которые я потом высажу. Вот. Асфальт для его основы взял грубую наждачную бумагу, которую приклеил к поверхности и прикатал катком. Дальше по всей длине приклеиваю тротуар, а чтобы дорога не была такой ровной, наливаю на нее гипсовую шпаклевку, сильно покрашенную в черном, и делаю большое количество неровностей. То же самое и с тротуаром, но после того, как на мост было установлено ограждение. Осталось докрасить плиты темно-коричневой масляной краской, пропитываю доски, чтобы выделить их. И разметка: наклеил малярную ленту и с помощью густой акриловой пасты нарисовал на дороге полосу. Опалубка под смолу будет сделана из дерева, обклеенного скотчем, к краям диорамы приколачиваю ее прям гвоздями. Шов изнутри в несколько слоев промазываю акриловым гелем. Подкрашивать смолу буду с помощью масляной краски. Сначала размешал небольшое количество краски со смолой в отдельном стакане, потом добавляю ее в общую массу. Мне понадобилось ведро, потому что смолы будет 4,5 килограмма. Потом идет отвердитель, и все это дело снова перемешивается. Заливаю ее на поверхность сначала вдоль бортов, чтобы убедиться, что ничего не протекает, а потом смело бухаю весь объем на поверхность, оставляя небольшое количество, чтобы потом довести это до ровного слоя и не было наплывов. Выравниваю переход от смолы к берегу и накрываю все это пленкой. Растительность будет из сорняков, и состоит она в основном из крупных деревьев. Наношу сначала на них клей-спрей и обсыпаю флоком для того, чтобы придать объема. Дальше крашу их в темно-коричневый цвет из аэрографа. Листва будет разных цветов, на кроны наношу кистью клей ПВА и обсыпаю деревья. Вот что получается, и таких деревьев будет много. 4 дня спустя можно продолжать работы. Снимаю пленку и отрываю опалубку от диорамы. Трава, флок будет в основном зеленого цвета с добавлением коричневого и бежевого. Приклеивать его буду на клей ПВА, наношу неравномерно на поверхность, и из-за того, что площадь большая, пришлось высаживать его флокатором небольшими участками. Дальше вставляю вручную пучки, а под мостом понадобился другой флокатор, чтобы он туда мог подлезть. А цвет флока там будет немного отличаться. После того, как вся поверхность засажена травой, в отверстие устанавливаю деревья и кусты. Осталось доделать мелочи, например, дорожный знак ремонтных работ. Будет много фигур, в том числе рыбаки. Под мостом тоже будут вестись ремонтные работы. Ну и на дороге машины, естественно. Эта работа сделана на заказ. И я прям вымотался. Не сказать, что она супер сложная, но подготовка заняла много времени. И в процессе из-за такого большого объема работ каждый этап занимал в 3-4 раза больше обычного. Поэтому под конец я прям устал. И надеюсь, все получилось. Это немного отличается от моего обычного формата. Можно сказать, это архитектурно-ландшафтный макет. Вот. Пишите ваши комментарии. Понравилось ли? Конечно, вам понравилось. Вы обалдели, я столько делал это. Кстати, вот свет. И у меня появился Telegram, в котором буду прям я показываться и рассказывать о текущих работах, какие-то не вошедшие материалы и то, что будет в будущем. Спасибо. Пока.